Приветствуем всех! И совершенно неожиданно для себя, направляясь в порт, нашел того самого неизвестного, который у нас числился за больницей. Правда, у меня такое ощущение, что мы с ним должны были уже пересекаться. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Ну да, судя по диалогу, который весьма странно выглядел, потому что он нам просто всю ту информацию, которую сказал в момент знакомства. Это один из тех персонажей, которых мы должны были встретить в самом начале. Ну, в принципе, да. Если мы здесь вот поднимались где-то, как раз таки должны были его в теории увидеть. Да, зачем я сюда иду? Он, конечно, сказал, что его друг спустился к каналу, а у нас в расследованиях вообще ничего нету. Интересно, кстати. Что-то след. Я опять поставил метку. Когда успеваю только. Ладно. Брать. Иначе она будет меня сбивать с толку. Но странно, я думал, что... Потеря друга все же как-то будет обозначена. Мы, конечно, вдоль этих каналов ходили, и ничего не обнаруживали. О. Ну, ладно, это, думаю, тоже за ничего сойдет. Вот. По идее там... Да, мы здесь были, хоть мы все прихватили. Так, еще один вроде искали. Ну, кажется, да. Дымку подходит к порту. Спокойно. Ах ты ж. Значит, да. Это раздражает. Я почему-то все время ожидаю, что доктор окажется быстрее этого бомжа.
И не огребет, но он огребает. Да что ж такое? Когда я успел столько меток поднаставить? Все, больше никаких меток не появляется. Вступай в армию, ты нужен королевой стране. Вступай, помоги. Ну хоть неверно сюда заглянули. Впрочем, так и не нашли никого, кого можно было бы упомянуть. Опять в больнице? Стоп, кажется... Нет, это... Что-то я запутался. Ну хотя да, мы в порт ходили в аптеку, но... Почему опять не здесь? Мы ж только что от них избавлялись. Ладно, все же придется обойти. Сражение будет куда дольше. Станьте мнение района стабильное. Ничего нового здесь не встретили. Значит, мы не можем точно знать, сможем ли мы как-то помочь. Я точно помню, что кажется, владелец вот этого питейного заведения, вот он идет, стоит перед утомлением. Или мне так кажется. Так, неизвестно, но... ладно, не будем отсуждать. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Простуда. По-моему, мы можем ее лечить. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Goodbye, Mr. Fishburne.
Am I read? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Мы с ней еще не встречались. Это он же. Странно. Что-то я его не узнал на изображении. Они... Странно. Ладно. So long, Rufus. Be careful. Take care. So love to gaze at the stars. The fog's been hiding from me. Долго, конечно, не требуется перемещаться. Ну что ж, мы встретим где-то половину места. Том только возвращается. Это почему-то и Том назвал. Из-за него. Все-таки их перепутал. Poor Jack. He didn't deserve this. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Are they stupid or something? Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night.
Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is, I'm not sure I'd memorize it. Is there anything... How dare you say such a thing? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Goodbye, Mr. Delaney. И сейчас немножко неудобно, что вот так вот подсвечивается диалоги. Не обозначает, что какие-то из ветвей нам уже известны. I hope I live long enough У to нас, see them кажется, wet есть о чем boot boys get поговорить what's с coming to ней them. и с ним. А, стоп. Мы забыли лекарство дать. Так, еще раз отвечу. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're a doctor. Да. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. О, надо же. Так, хорошо. Мы способны носить. Так, теперь поинтересуйте достал. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. I can't remember the last time I had a good sleep. Есть ли какие-нибудь записи, которые могут нам помочь? По всей видимости, нет. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Так, хорошо, она здорова. How is life around here?
Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Так, хорошо. Please don't stay too long, sir. Да, уже покидаем. Так, применение простуда. Надо посмотреть, можем ли мы с этим что-то сделать. Так, немножко еще осмотримся вокруг. Так, здесь, кажется, мы уже были. О, серьезно? Ну, едва ли. Спустите по запаху. Нет? Не курсе это сказать. Ну, о, что-то есть. Стоп. Такое ощущение, что мы здесь уже были. Да. Ладно, все же наш следующий сегодня порт. Никого не вижу. Что? Каким образом это относится к импульсу больницы?
Кого? Старика? А почему я его не вижу? Его же только искали. Причем в огромном количестве. Ладно, пусть вместе во спасение. Придется завершать. And I will show you how a wet boot does business. You won't get me here. Get out. Так, идите сюда. Оп, это... Что? Серьезно? То есть он просто пробежал мимо и меня убило. Ну, в смысле, героя. Да. Скажем так, у меня все больше и больше накапливается претензий к местной боевой системе. То есть я могу смириться с тем, что, будучи положительным героем, наш вампир слабее зомби-бомжа. Но когда противник просто пробегает мимо и тебя убивает, это что-то из разряда наркомании. Блеск. Я, конечно, помню, что он у нас умирал от того, что не мог переступить через матрас, но... Ну, вперед. Я все равно ничего сделать не могу. Эй, а чего вас так много? Считается опасным противником. Ладно. Что ж, если правильно понимаю, это This is Braille. I need someone who can read this. Средство слепоты. Может, да. А наша расследование как-нибудь там сдвинулась или нет? Нет. Да, с места не было группы, что не говорит то, что они аж настолько сильны у нас. Get the fuck out, you crazy bastard! Get away from me, you bastard! Их всего трое, но они сильнее. Офигенно. То есть пока наш герой замахивался, противник успел защититься.
Вот как? У меня герой запинается об эту балку. Противник за ней не запинается. Я, конечно, прошу прощения, что в этот раз не буду это вырезать, но просто... Возмущению, как говорится, нет предела. И опять мы без крови. Кто додумался давать возможность вот это вот возрождение, которое по сути откатный чекпоинт, и скидывать запас крови. То есть и так боевая система несколько неуклюжая. Так они еще мне палки в колеса вставляют на прополу. Блеск, они еще живы, блин. Ладно, попытаемся еще раз 150. Тоже... А, ну да, тут забыл, что у нас он сейчас на диете. Хотел уж по традиции. Отцепись от него. Сейчас, конечно, красиво было, что нашего героя практически притянуло к противнику. То есть он уже наносил удар, но противник его опередил. Гениально. И если что, у меня не все бои настолько жалко проходят. Но обычно больше 4-5 раз на ровном месте умирать не доводится. Хотя я не припомню, сталкивались мы с врагами в 3 с лишним раза сильнее нас. Ладно, что в этот раз. А, да, волшебное парирование. Ну что ж, кажется, это была 5-я попытка. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Так, он ничего не дает, значит можно тут не волноваться. Что? Слышь, потерян. Проехали. Прощай. Так. Судя по всему, придется осмотреться здесь сразу, так как уже неоднократно получалось, что хотел просто осмотреться за кадром, дабы не отвлекаться на это потом. И случайно находил какие-то
сообщения или зацепки для расследования. Вот, окровавленное письмо. Милая мама, что бы ни случилось, напомни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобрял мои поступки, но меняться я не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города, и мне не нравится то, что происходит с родным кварталом и со знакомыми людьми. Недавно я сделал важный выбор. Я решил начать борьбу с тиранией. Эти сатрапы точно будут мне мстить, но я готов ко всему. Благодаря тебе я всегда любил читать, и теперь, когда я собираюсь перейти к действиям, то могу лишь процитировать Этьена Делабейси. Они кажутся нам высокомерными лишь потому, что мы стоим на коленях. Высоким. Мама, я больше не хочу стоять на коленях, я собираюсь стать во весь рост. Любой ценой. До свидания, любимая матушка. Джек. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Ну что ж, по крайней мере, можно точно сказать, что с ЦРП ничего не упустили. Ну, надо черт разобраться с теми ребятами, в конце концов, с них дают ингредиенты. Да и, как говорится, будет меньше волнения, чтобы не отвлекать на это кого-то один. Ладно. В любом случае, на этом пока что все.